В 2018 году во всех российских госкомпаниях и бизнесе говорят новое модное слово «цифровизация». В 2022 году со всех трибун теперь звучит еще одно модное слово «трансформация бизнеса». А в 2024 году внедряем искусственный интеллект. Модные слова меняются с годами, а суть их остается одна и та же. Под эти инициативы создаются новые должности. Директор по цифровизации, директор по цифровой трансформации. Пишут огромные стратегии, планы и запускают проекты. Отчитываются еженедельно презентациями перед руководством. Все довольны, в конце года получили годовые бонусы и премии за новый проект. Но в реальных процессах госкомпании и бизнеса ничего по существу не поменялось. Все работают по старому шаблону и паттернам. Ни после цифровизации, ни после трансформации рывка так и не получилось, о котором громко в презентациях писали и докладывали во всеуслышание. Единственное, каждый год добавлялись новые виды презентаций. Несколько новых докладов в отчетную неделю, героически в цветных картинках представляли успехи от внедрения благодаря якобы этим новым проектам. Только вот накладные расходы растут и растут, пухнут каждый год от подобных инициатив, и с каждым таким новым проектом деньги уходят в какую-то черную бездну. Бюрократия тоже цветет, все слаще и слаще, а прибыли как не было, так и нет, даже после успешно закрытых проектов цифровизации и трансформации. Кредитные рейтинги падают уже ниже показателей ББ с минусом и аж до самого D. По сути, эти компании находятся в предбанкротном состоянии. Если бы эти компании были не государственными, а коммерческими, им бы, первое, ни один бы банк не дал им кредит при таком рейтинге, и второе, предполагаю, без госбюджета и господдержки они бы в течение одного года обанкротились. Конечно, звучат эти модные слова красиво: цифровизация, современно и прогрессивно. Но что на самом деле стоит за этими модными и громкими словечками? И нужны ли подобные проекты в российских компаниях, особенно в госкомпаниях, при текущей зрелости в их управленческих процессах? И главное, зачем эти проекты запускать в компаниях, если нет понимания, как они помогают и помогут ли вообще бизнесу? И какую прибыль они принесут после внедрения? Надо бы сначала задаться вопросом, зачем, как всегда говорил Саймон Синек. Так и что же в реальности стоит за этими красивыми словечками? Чаще всего за этими словами видим ИБД, имитацию бурной деятельности. По факту под видом цифровизации продаются те же ERP-продукты, те же дэшборды BI, те же отчеты, те же документооборот, только с новым фантиком и ценником в 2-3 раза выше. Некоторые компании внедряют самописную или покупную программу для документооборота и отчитываются, что провели полную цифровизацию компании. А по факту цифровизировали всего лишь один бизнес-процесс компании, учет документооборота, входящих, исходящих писем и служебных. И никто их не проверяет. А что они вообще внедрили и цифровизировали? А какой эффект получен от внедрения? Сколько денег они отобьют от внедрения? Как снизятся затраты в компании и насколько вырастет производительность? Просто идет процесс ради процесса. Бюджет по проекту освоен, премии в конце года получены, все довольны. Другой сценарий. Компания покупает дорогую цифровую игрушку, вешает красивые экраны в кабинете директоров, на них бегут красивые графики, мигают цифры, все выглядит очень технологично. Но если копнуть глубже, данные в эти графики вводятся вручную специальными сотрудниками по указанию. С опозданием, с ошибками эти цифры никак не влияют на управленческие решения и практическую деятельность компании. Они просто висят на стенах в коридорах компании для красоты. Третий вариант. Купили новые сервера и подмахнули установку серверов и перенос данных на новые сервера, как будто цифровизация в компании прошла успешно и полным ходом. 100 миллионов рублей вложили в проект, проект выполнен, все участники проекта отчитались о реализации цифровизации. И такие цифровизации и трансформации превращаются в декорации для сцены одного театра. Представьте театр, настоящий театр, на сцене наши роскошные декорации, как цифровизация и трансформация. Это наши проекты, да? Они такие дорогие, современные, впечатляющие и прогрессивные. Но актеры этого театра не знают своих ролей. Сценарий сырой, режиссуры нет, в зале пустота, зрители не ходят на такие спектакли, сборов нет, театр приносит убытки. В нормальном мире такой спектакль закрывают сразу, но в госкомпаниях нет.
Декорации остаются, и их еще меняют каждый год на новые. Старые актеры продолжают получать премии, а трафик зрителей, которые не ходят в этот театр, компенсирует госбюджет. И госкомпания продолжает вкладывать бюджетные деньги в эти никому не нужные декорации годами. Люди, которые запускают эти декорации по цифровизации и трансформации, делают это ради личных бонусов и премий. Отчет сдал, презентацию показал, проект закрыл, высшее руководство довольно, очередной нацпроект выполнен. Шикарно. Какой результат получит компания от этих проектов и повысится ли их производительность или эффективность процессов, им не интересно. Общие цели размыты, стратегии нет. Просто поступила команда сверху: проведите в этом году модный проект. Вот вам деньги, в конце года покажете отчет. Результат не нужен, нужна бурная деятельность, отчитаться и показуха перед вышестоящим руководством о грандиозных проектах. Какие же молодцы, все ваши поручения выполнили. Я видел компании, которые тратили миллионы на такие цифровые игрушки, а люди так и продолжали работать в Excel. Потому что игрушка установлена не для реальных процессов и повышения эффективности бизнеса, а для выполнения очередного нацпроекта или поручения сверху. Да никто и никогда не описывал процессы в компании для улучшения операционной деятельности и не задумывались, а как они должны работать лучше, чтобы получать нужные результаты бизнеса, приносящие прибыль. Им легче сходить еще разок на поклон в свое министерство за новым бюджетом для своей госкомпании, чем наладить управленческие процессы в их компании. Им дадут деньги. Не закрывать же госкомпанию, хоть она и убыточна минимум уже лет 10. Они не признают никогда, что этой госкомпанией топ-менеджмент управлял неправильно. И там надо не кровати было переставлять и декорации, а топ-менеджеров пора менять на грамотных управленцев. Никакая цифровизация и трансформация им не поможет. Каждый год новый проект оптимизации и новые декорации, а толку нет. Я видел цифровые двойники производства, как внедряют, которые не имели ничего общего с реальностью завода. Потому что никто не заморачивался актуальностью данных в этих цифровых моделях. Да и данные собирались раз в квартал чисто для отчетности, что проект не зря сделан, надо было показать руководству при приезде. Видите, как он нам помогает с производительностью завода. Правда, это только на бумаге и в их красочных презентациях. А в цеху все менялось каждый день, и там была и кипела, и другая жизнь. И сильно отличалась от тех данных и докладах, которые шли наверх. Работа ради работы. Людям свою работу надо делать, а тут еще теперь надо поддерживать какую-то цифровую игрушку и раз в период приезда начальства готовить кучу презентаций для отчета. Вот, смотрите, мы внедрили эффект супер. К 2030 году рост производительности будет в 5 раз. Это они в 2018 году, кстати, говорили. Результаты цифровизации видим сейчас в 2026 году, что происходит по многим отраслям. Поделитесь, зрители, какой опыт у ваших компаний в подобных проектах с модными названиями, какие цели ставились, чего по факту достигли на этих проектах. Пишите в комментариях, буду рад. Делитесь своим опытом, думаю, будет много интересных историй. Я видел трансформацию бизнеса, которая свелась просто к переименованию подразделений и покупке новых ноутбуков. И это не злой умысел, это просто попытка надеть красивую одежду на больной организм. Одежда не лечит, она только скрывает реальные проблемы. Цифровизация и трансформация – это не инструменты, это направления, это векторы. Сами по себе они ничего не меняют. Цифровизация – это способ, трансформация – это процесс. Но что именно вы цифровизируете, во что именно вы трансформируетесь, если у вас нет ответов на эти вопросы, если нет архитектуры управления, нет понимания, как устроен бизнес, цифровизация превращается просто в покраску забора. Можно повесить на забор красивые датчики, камеры слежения, подключить их к интернету, вывести данные на красивые большие экраны. Но забор продолжит падать, так как его установили без фундамента. Цифровизация без архитектуры – это просто дорогой способ зафиксировать ваш хаос. Уважаемые зрители, руководители и собственники, смотрите мой первый плейлист «Архитектура управляемого бизнеса». Без этого главного фундамента управления такие проекты – это просто декорации, о которых сегодня говорим. Они не дадут результатов, на которые вы рассчитываете. Снова наша схема со станком горизонтально-расточным. Цифровизация – это инструмент, который пронизывает все уровни. Но она работает только тогда, когда эти 8 уровней управления уже выстроены. Сначала уровень 0. Это нулевая сборка нашего станка. Это главная рама станка. И ответ на вопрос, а зачем мы вообще делаем этот станок, для каких операций? Так и в бизнесе. Вы сначала определяете, кто ваш клиент, какова ваша стратегия и миссия.
Потом уровни 1 и 2. Это сборочные единицы нашего станка. Двигатель, трансмиссия, система управления. В бизнесе это ваши настроенные 4 блока архитектуры управления. Стыки между продажами, производством, закупками и другими функциями. Они должны быть синхронизированы между собой. Это сквозное планирование, фин-модель, интегрированная с опермоделью. Если между всеми этими блоками разрывы, цифровизация только покажет эти разрывы, но не устранит их и не улучшит ваш бизнес. Потом понятные функции компании. Это уровни 3-4 управления. Подразделения, отделы, люди. Каждый знает, за что отвечает и как его работа влияет на общий результат. Операционная деятельность компании в простонародье, из которой все топ-руководители и собственники всегда хотят выйти, но редко получается, так как не настроены уровни управления 1 и 2, а у некоторых и нулевой уровень непонятен. Потом отлаженные операции в подразделениях ваших. Это уровни 5-8. Это наши операции, переходы на станке, при мехобработке, те самые винтики, шайбочки, которыми собирает станок и крепят резцы в шпинделе. Да? И расточник, который ходит и выполняет определенные операции на станке. И только потом цифровизация. Только потом автоматизировать, и можно сделать что-то прозрачным. Если цифровизация приходит первой, она просто фотографирует бардак. Делает его цифровым, но бардак остается бардаком. Только теперь он еще и масштабируется быстрее. Приступая к проектам декорации, пропустив первые 8 уровней управления вашей компанией или бизнеса, это неминуемо ведет к краху, банкротству или потере денег. А если хотите прямо сейчас понять, с чего реально начать настройку вашего бизнеса, или разобрать вашу проблемную ситуацию, которую уже давно не можете решить, пишите мне в Telegram, ссылка в описании канала. Проведем личный аудит управленческих процессов вашей компании или откроем полномасштабный проект по проектированию и внедрению вашей архитектуры управления. Как раз построим первые 4 уровня нашего станка. Это механизм для управления вашей компанией или бизнесом. Цифровизация – это не цель, это средство. Цель – управляемый, эффективный, прибыльный бизнес. Цифровизация помогает это увидеть и ускорить, но она не создает управляемость. Это как навигатор. Навигатор не строит дороги, он просто показывает, куда вам ехать и как быстрее приехать в точку вашего назначения. Если дорог нет, навигатор бесполезен. Более того, он может загнать вас в болото. Сначала постройте дороги, потом ставьте навигатор. Так и наша цифровизация. Сначала строим архитектуру управления, главный каркас, а потом цифровизируем или что-то трансформируем. Уважаемые руководители и собственники, не гонитесь, пожалуйста, за этими модными словами. Цифровизация и трансформация – это просто инструменты. Они работают, когда есть на что их опереть. Когда есть архитектура управления и стратегия. Когда есть понимание, как устроен бизнес. Когда процессы отлажены, а люди знают свои зоны ответственности. В следующем ролике мы разберем производственные системы госкомпаний. Разберем, что это за зверь такой, почему они не работают, и что с этим делать, чтобы они заработали. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Напишите в комментариях, с какими модными словами и проектами вы сталкивались в своей компании. Что это было, реальное улучшение или просто красивый отчет. Мне интересны ваши истории, делитесь, всем будет полезно и интересно. Быть сильным руководителем – это ремесло, ему можно научиться. Увидимся в следующем ролике, всем удачи!